Ну что ж, мы с вами выполнили правильную теплоизоляцию стены от горячей камеры нашего камина. И следующим этапом, в зависимости от этапности вашего проекта, у нас может быть, например, позиционирование каминной топки. Данная каминная топка в полной комплектации, то есть составленной футеровкой, дымосборником, весит 298 килограмм. И, например, мне в одиночку и даже вдвоем с моим коллегой Владимиром поставить ее правильно весьма сложно. И в случае, если у нас на объекте возникает необходимость ее правильно выставить или перенести, тем более там с этажа на этаж, первое, мы вынимаем футеровку, шамотную футеровку каминной топки, которая весит порядка 80 килограмм. Второе, мы можем снять дымосборник. И вот здесь на примере как раз той каминной топки, которую мы будем использовать, а используем мы каминную топку Hogster, мы можем облегчить каминную топку за счет того, что снимем дымосборник. У данной каминной топки установлен дымосборник, который используется для конструкции конвекционных каминов. То есть у него вот здесь вот сделаны сквозные отверстия, за счет которых происходит охлаждение, дополнительный теплосъем с продуктов сгорания, когда они проходят у нас вот через эту конструкцию. Она имеет определенный вес, и честно могу сказать, что в случае с этой моделью каминной топки, вот с этим дымосборником, он не такой значительный. А вот когда у нас установлены на тех же самых Хогстерах дымосборники чугунные, это уже добавляет довольно-таки серьезный вес. И сняв его, вы весьма серьезно облегчите конструкцию. При этом обратите внимание, чем удобны, в частности, каминные топки Hogster. Они удобны тем, что при помощи обычного шестигранника вы можете снять дымосборник, раскрутив его. Ну, слушайте, по ощущениям, килограмм 20-15 он весит. Соответственно, таким образом мы облегчили конструкцию каминной топки. Про каминную топку Hogster я расскажу чуть подробнее, потому что тут очень много чего есть рассказать. Но давайте сейчас вам расскажу, как мы ее будем позиционировать. Мы будем выставлять топку от подготовленной нашей стены. Для этого нам нужно понимать, что мы используем для облицовки вот этот вот материал силикат кальция в толщиной 4 сантиметра. Мы хотим закрыть нашу стенку, которая получилась вот эта некрасивая, да, чтобы этого торца не было видно. Соответственно, у нас будет вот так идти лист 4 сантиметра. Лист будет монтироваться с учетом того, что на каминную топку мы выставим 5-сантиметровую рамку, штатную. Очень удобная система, которая позволяет легко монтировать облицовку. Таким образом, получается, чтобы поставить лист за подлицо с этой 5-сантиметровой рамкой, у нас должно между топкой каминной и облицовкой силиката кальция остаться 1 сантиметр. Таким образом, получается, что если мы хотим, чтобы корпус у нас шел вот таким образом, закрывая нашу теплоизоляцию, вот эта вот вертикальная поверхность кожуха каминной топки должна на 1 сантиметр уходить за выставленную теплоизоляцию. Для того, чтобы выставить 1 сантиметр, мы делаем следующее. Мы берем фирменную монтажную рулетку от Wolfsheuer. Выкладываем ее так, чтобы у нас ровно шел сантиметр по краю, да, и выставляем уровень. Уровень поставлю здесь, чтобы он нам не очень мешал. Соответственно, у нас край находится на 12 сантиметрах, вот на 13 я выставляю его. Таким образом, у нас получается, что мы определили границу, по которой у нас должна идти вот эта вот вертикальная поверхность кожуха. Это что касается позиционирования топки относительно теплоизоляции. Что касается позиционирования топки относительно расстояния от нашего теплоизоляционного слоя. У каждого производителя есть свои рекомендации по расстоянию от стенок корпуса камина до внутренних, от стенок корпуса каминной топки до внутренних стен корпуса камина. Как правило, это порядка 5-7 сантиметров. Читайте внимательно инструкцию, и там вы найдете эту информацию. У каминных топок Hogster это расстояние для конкретной модели равняется, если я не ошибаюсь, 6 сантиметров. Берем от ребер жесткости. Могу ошибаться, сразу прошу меня простить.
Зачем нужно это расстояние? Это очень важно понимать. Затем, чтобы холодный воздух, который проходит у нас между теплоизоляцией и корпусом камина, остужал наш корпус. Мы четко здесь видим, как раз за счет снятого дымосборника, что вот наша горячая часть. То есть вот наши нагревающиеся стенки и вот наши ребра жесткости. К чему я это все рассказываю? К тому, что мы будем 6 сантиметров отмерять от ребер жесткости. Да, то есть в этом случае. Если у вас по каким-то причинам нет рекомендаций от производителя, например, у производителя не такая хорошая инструкция, как у топок Hochster, или вы ее потеряли, не можете найти, есть немецкие рекомендации, которым пользуются мастера в Германии для своих немецких каминных топок, которые заключаются в том, что на 1 заявленный киловатт мощности мы берем 10 мм расстояния от корпуса. Таким образом, если у нас мощность заявленной топки 7 киловатт, заявленная мощность топки 7 киловатт, мы делаем расстояние 7 сантиметров. Ну, в нашем случае есть рекомендация производителя, поэтому мы будем ею пользоваться. Итак, получается, что у нас 6 сантиметров от каминной топки. Это ровно вот эта вот граница кожуха. То есть в теории мы можем вообще вплотную сюда подвинуть, да, по этому кожуху и таким образом соблюсти рекомендации производителя относительно корпуса. Но так делать не стоит. Да, то есть между конструкцией каминной топки и конструкцией камина должно быть всегда расстояние со всех сторон. Да, вплотную мы ничего не делаем. Мы для своего спокойствия здесь закладываем 3 сантиметра. Да, то есть между вот этой не нагревающейся частью с роликовым механизмом и изоляцией силиката кальция у нас будет 3 сантиметра. Соответственно, между ребрами жесткости корпуса и силикатом кальция у нас там будет уже порядка 9. Этого расстояния будет вполне достаточно, чтобы наша каминная топка в достаточной степени охлаждалась.